Более 80 пенсионеров были задержаны силовиками на мирной акции протеста в Минске. Самый старший из них 89 лет. Все это произошло вчера на еженедельном марше мудрости. Пожилые люди собрались на площади Независимости возле костела. Водили хоровод вокруг елки, пели песни, чем привлекли пристальное внимание сотрудников ОМОНа. Стариков окружили со всех сторон и задержали. В автобус нас буквально вытолкнули, занесли, можно сказать, в автобус. В это время пропагандистские телеграм-каналы издевательски сообщили, что пенсионеров просто решили развести по домам. На самом деле их повезли в РУВД, где держали до поздней ночи. После случившегося одной женщине понадобилась срочная медицинская помощь. Ее увезли в больницу. При этом сотрудники милиции отказывались принимать лекарства, которые родственники хотели передать задержанным. Как минимум 4 пенсионеров отвезли на Окрестино. Сегодня стали известны итоги первых судов над участниками марша. Все они получили крупные штрафы от 320 до 650 долларов. Это от 2 до 4 средних белорусских пенсий. Лукашенко стремительно теряет свою главную опору в лице силовиков. По данным инициативы Байпол, отток кадров из силовых ведомств начался еще во время президентской кампании. Тогда некоторые сотрудники отказались участвовать в политических арестах и преследованиях конкурентов Лукашенко и не вышли на работу в день выборов. К концу августа из рядов МВД уволились более 300 сотрудников. Потери бойцов продолжились и в сентябре, а по состоянию на 1 ноября штат одного только центрального РОВД в Минске сократился почти на 30%. При этом многие сотрудники, которые не пожелали, чтобы их руками нелегитимный продолжал держаться за власть, получили финансовую поддержку от белорусской диаспоры. Напомним, что по инициативе Светланы Тихановской была запущена единая книга регистрации преступлений. Проект собирает данные о всех преступлениях против человечности, которые совершили силовики и чиновники. В Новой Беларуси эти материалы лягут в основу уголовных дел, по которым преступникам грозят огромные сроки лишения свободы. Очевидно, силовики прекрасно понимают, что такие процессы могут начаться в самое ближайшее время и делают правильные выводы. Более 3000 белорусских чиновников заявили, что поддерживают народные требования. Такими данными поделились команды Народного антикризисного управления и инициативы «Честные люди». Они запустили партнерский проект «Диалог с народом» для госуправленцев, которые поддерживают перемены. Его цель – сформировать кадровый резерв для Новой Беларуси. Количество желающих стать частью данного проекта растет с каждым днем. Судя по тому, какими темпами вчерашние сторонники отворачиваются от Лукашенко, дата отлета самолета нелегитимного становится все ближе. 3 года химии получил работник МАЗа за оскорбление Юрия Караева в интернете. Состав так называемого преступления заключается в том, что молодой человек упомянул в одном предложении Караева и Конституцию, чем доставил экс-министру МВД моральное страдание и подорвал его авторитет. Осужденный Юрий Корнилович опубликовал комментарий под роликом на Ютубе, суть которого сводилась к тому, что Караев быстрее испугается, чем скажет президенту, что будет исполнять Конституцию. После этого к Корниловичу домой пришли сотрудники службы безопасности, и он удалил свою запись. Кроме того, мужчину заставили записать видео с извинениями, но и это не помогло. Срок лишения свободы оказался именно таким, как запросила прокуратура. Сам оскорбленный Караев на процесс, естественно, не явился. Более 3 месяцев отец и сын Виталий и Владислав живут в посольстве Швеции в Минске. Они оказались на территории посольства еще 11 сентября, перепрыгнув через забор. На такие меры мужчинам пришлось пойти, когда они узнали, что в диппредставительстве не предоставляют политического убежища. Родственники предполагали, что после участия в акции протеста в Витебске их будут преследовать силовики. Позже эти опасения подтвердились. В ноябре мужчины узнали о том, что на них завели уголовное дело о насилии в отношении сотрудников милиции. В Беларуси по ней могут лишить свободы на срок до 6 лет. По делу отца и сына власти Швеции обратились к Комитету ООН против пыток с запросом о снятии временных мер. Данное обращение удовлетворено не было. Это значит, что мужчины смогут и дальше находиться на территории посольства, пока не решится вопрос об их переправке в Швецию.
Если с дерева не получается снять протестные ленточки, значит его надо срубить. Такого принципа придерживается директор столичной школы номер 105 Валентина Сакович. По ее приказу были уничтожены 5 деревьев на территории учебного заведения. Стоит отметить, что опыт борьбы с угрозами режиму у данной представительницы системы образования накопился внушительный. Так, Валентина Сакович была зампредседателя участковой избирательной комиссии во время президентских выборов. В итоге ее участок попал в топ платформы «Голос» как один из самых аномальных. Дело в том, что на его территории сконцентрирован мощнейший протестный электорат столичной Грушевки. К участку выстраивались огромные очереди избирателей, однако подсчеты наблюдателей и комиссии под руководством Сакович разошлись в разы. Победил с громадным отрывом от конкурентов, конечно же, Лукашенко. Видимо, бонусы за уменьшение нелояльного электората на бумаге оказались настолько приятными, что директриса теперь решила перекинуться и на протестные деревья. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, твиттер и инстаграм. До встречи завтра и живе Беларусь!